В этом видео делаю конверт для денежного подарка. Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Для основы конверта я взяла бумагу с рисунком. У меня это специальная бумага, которую использую для создания фотоальбомов ручной работы в технике скрапбукинг. Вы можете взять любую, но плотную. Я рекомендую не меньше 160 граммов на метр квадратный. Отмеряю 21,5 сантиметра и отрезаю. Затем с другой стороны отмеряю 26 сантиметров и также отрезаю. У меня получился прямоугольник размером 21,5 на 26 сантиметров. На длинной стороне намечаю два сгиба на расстоянии 6 сантиметров от левого края и 16 сантиметров также от левого края. Затем вдоль длинной стороны делаю сгибы с двух сторон прямоугольника на расстоянии по 1 сантиметру от краев. Отрезаю припуски сантиметровых сгибов, но оставляю на участке шириной 6 сантиметров и склеиваю конверт. От листа цветной бумаги осталась полоса шириной 9 сантиметров. Из нее буду делать клапан, которым будет закрываться конверт. Полоску сгибаю таким образом, чтобы конверт в дальнейшем свободно входил в клапан. Из картона, который имеет эффект золотой металлик, нарезала 4 полоски. Их ширина по 3 мм. 2 полоски длинные и 2 короткие. Их наклеиваю по краю лицевой стороны конверта. Наклеиваю не вровень с краем, а отступаю 3 мм. Под видео в описании вы найдете файл для скачивания вот с таким рисунком. Перевожу рисунок на золотистый картон и вырезаю его. Так как фигурка бриллиант будет наполняться декоративными элементами, пайетками и кристалликами, то мне нужно сделать ее с некоторой толщиной. Для этого использую пивной картон, толщина которого 1,2 мм.
Из картона вырезаю подложку по форме фигурки бриллианта и в виде рамки. Золотую рамку наклеиваю на прозрачный пластик. А картонную рамку-подложку наклеиваю на кусочек бумаги с цветочным рисунком розового оттенка. В рамочку я добавила еще одну поперечную перемычку из того же пивного картона. Насыпаю мелкие пайетки фиолетового цвета внутрь рамочки. К ним добавляю мелкие стеклянные кристаллики. Такие покупала когда-то на AliExpress. Получился вот такой шейкер в форме кристалла. Помимо шейкера, конверт я буду украшать вот такими бумажными вырезками. Это также элементы, которые используют при создании фотоальбомов ручной работы в технике скрапбукинг. Но можно найти в интернете картинки цветов и листьев и распечатать их на плотной бумаге типа ватмана, вырезать их и использовать для украшения своих открыток. Я буду использовать вырезки из этого готового набора. Сначала наклеиваю готовый шейкер на клапан конверта. Верхний край шейкера выходит за верхний край клапана примерно на 5 мм. Раскладываю бумажные элементы в композицию, а затем наклеиваю их. Остались не наклеены лишь надпись и пара вырезок. Под некоторые элементы, например, такие как надпись, нужно подклеить кусочки картона, чтобы картинка располагалась в одной плоскости. Понятно, что центр надписи наклеивается на шейкер, а он уже толстенький за счет картонной подложки. Поэтому и края надписи нужно приподнять, подклеив в эти места также кусочки картона. А еще не забудьте внутрь конверта наклеить небольшую надпись, если хотите, с небольшим поздравлением, но обязательно с именами, кому и от кого подарок. Надеюсь, что вам понравилась моя работа, и если да, то поддержите меня лайком и напишите несколько слов, мне будет приятно. Спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.